Сначала расскажи. Так, ну что же, начнем. Всем привет, меня зовут Оксана Веселкова, я автор канала Shurbanism по поводу устойчивого развития прибрежных территорий. И небольшой контекст нашей сегодняшней встречи. Не так давно мы работали над созданием арт-кластера в рамках учебной студии в университете Клемсона. И для того, чтобы понять подходы к охране и муниципальных властей работе с ценными объектами и сообществами, мы собирали определенный ряд прецедентов, кейсов подобного рода. Я проводила исследование долины реки Гудзон, поскольку это известная территория и уникальная с точки зрения своих природных качеств, и очень сильно оцененная множеством художников, начиная с XVIII века. Я изучала, каким образом происходила работа по защите этой территории, поскольку она находится совсем рядом с таким огромным, дорогим и привлекательным центром урбанизации, как Нью-Йорк. И это очень удивительно, когда ты отъезжаешь на поезде от Нью-Йорка, видеть, что эти территории по-прежнему находятся в своем, ну, если не девственном, то в очень сохранном состоянии. И, собственно, мы выяснили то, что охранный статус этой территории появился именно благодаря тому, что местные жители сами вступились за ее ценности, тогда как территория подвергалась сильным рискам застройки. В этом контексте хочется поговорить о том, как муниципальные и региональные власти, в принципе, должны взаимодействовать с местными, прислушиваться к ним, и местные должны точно так же иметь обратную связь с администрациями для того, чтобы те ценности, которые уже есть у территории, не становились жертвой дальнейшего улучшения экономического развития. Поэтому сегодня мы поговорим о реальном кейсе создания такой охранной территории в сильной близости к Москве, в Звенигороде, в районе Звенигорода, в исторических территориях вдоль Москвы-реки, с теми экспертами, которые были у истоков создания этого уникального кейса. Итак, наши сегодняшние гости – это Анна Носова, генеральный директор компании «Простор», директор территориальных проектов Ясенного сообщества «Сила ветра», Вера Ильина, координатор проекта «Звенигородский вектор» и член Совета волонтеров за Масловский лес, а также Максим Богомолов, координатор дружины охраны природы биофакультета МГУ, эколог, эксперт по охране природных территорий и координатор проекта «Звенигородский вектор». Ну что же, дорогие наши гости, спасибо вам большое за то, что вы сегодня присоединились к этому диалогу. И мне бы хотелось для начала попросить вас рассказать про контекст этого проекта. Аня, если можно, начать с тебя. Расскажи, пожалуйста, как появился этот проект, что было такой, что было главной стартовой точкой инициативы. И, соответственно, расскажи, пожалуйста, немножко о самой этой территории, где находится Звенигородский вектор. Оксан, да, спасибо большое. Я в проекте, на самом деле, появилась уже на том моменте, когда была собрана инициаторами этого проекта большая база, то есть ко мне этот проект пришел от агентства стратегических инициатив. Ольга Захарова попросила помочь инициатором этого проекта упаковать его в соответствии с требованиями агентства. На тот момент проходил конкурс по созданию туристических кластеров на базе УПТ, и для того, чтобы дальше этот проект там можно было показывать в качестве примера, в том числе и для остальных участников не только этого конкурса, но и всех, кто занимался похожими проектами. Вот. Нужно было подготовить в том числе и презентационные материалы. И мы начали в конце 2020 года вот такую работу вместе с ключевыми инициаторами этого проекта. История этого проекта, она началась сильно и задолго до того, как моя команда присоединилась к нему, и в первую очередь этот проект начался вокруг
защиты пойменных территорий Москвы-реки от девелопмента, от несанкционной застройки, против застройки ценных ландшафтов и исторических видовых окон. Так как у территории богатая история, то, конечно же, хотелось вот это вот богатство сохранить. Вот. И здесь я бы дальше предложила рассказать про то, на самом деле, с чего начинался этот проект, Веру, которая была и остается одним из главных идейных вдохновителей вот проекта «Звенигородский вектор». Вера. Да, добрый день. Да, проект родился, наверное, из нашего общего понимания, что действительно очень хочется сохранить эту территорию, причем сохранить ее хотели люди задолго до нас, еще и в 20-е годы, и позже. Эта территория по совершенно определенным причинам действительно сохранила свое многовековую вот такую вот низкодисперсную застройку, потому что это верховье Москвы-реки, которые наполняют Рублевский водозабор, которым питается около 60% населения города Москвы. И еще мы все знаем, что зона ветров расположена так, что тоже отсюда поступает в Москву воздух основной западного направления. Это дало ну, определенную защиту этим территориям все предыдущие десятилетия. И сейчас то, что вот в последнее время возникла большая угроза застройки этих территорий, которые долгое время оставались свободными, конечно, вызвало очень негативную реакцию и местных жителей, и москвичей, которые сюда часто приезжают. Звенигород очень любимый город. Москворецкий Нагорье, сохранившийся в верховьях Москвы-реки, это фактически то, как выглядела Московия, вот когда Московское княжество только зарождалось, да, также стоит Кремль вот на таком же вот высоком Нагорье, на излучине двух рек. Точно так же все сейчас вот сохранилось вот здесь, вот в верховьях Москвы-реки. Вот. Очень много у нас было всяких активных действий, были публичные слушания, было привлечено огромное количество людей, и просто жителей, и экспертов. Очень значимую роль, я потом вот хотела бы, чтобы они сказал Максим, играют именно все научные исследования, которые были проведены, потому что и местные жители очень много собирали деньги, чтобы провести и археологические исследования, выпустить какие-то статьи, книги. И в советское время было очень Прошу много. прощения, Вера, вас сейчас немножко плохо слышно. Если, да, можно немножечко. Да, я говорю, что очень долгое время мы занимались этим на публичных слушаниях, как, ну, у нас было некое такое противостояние, да, то есть это были публичные слушания, и это были какие-то диалоги с администрацией, но в какой-то момент, вот именно как родился сам проект «Звенигородский вектор», да, в какой-то момент нам стало понятно, что нельзя разговаривать с администрацией и с девелоперами только с позиции «мы не хотим» и все. Да, то есть надо все-таки предлагать альтернативу, потому что девелоперы, как правило, приходят с очень красивыми альбомами, картинами, как это будет прекрасно, какие там будут у них дорожки, парки, еще что-то. И вот в этот момент мы как-то поняли, что невозможно все время говорить просто «нет». Надо обязательно предлагать какую-то альтернативную историю. Вот. И, собственно, сам проект «Звенигородский вектор», он родился вот на вот этом понимании, да, что все-таки мы стали разговаривать с администрацией, объяснять им, что застройка многоэтажками, просто как бы вот такая безликая застройка, это все-таки не денежные потоки, которые дадут им долгосрочную какую-то перспективу развития и выгоды. Это, скорее всего, повышенная социалка, какие-то будущие проблемы, испорченная вода, отсутствие там каких-то ну, там,
очистных сооружений. То есть это, что вот такая вот массированная застройка, она в принципе ведет их к их новым проблемам. И поскольку у нас территория действительно уникальная, у нас тут просто каждый сантиметр, это либо объекты культурного, либо природного наследия, это верховье Москвы-реки, это сохранившиеся 21 ОПТ, это там краснокнижные там животные, то, в общем-то, развернуть вектор вот этого развития именно в сторону туризма, сделать его прибыльным с точки зрения именно посещения гостей, которые будут тратить деньги на этой территории, которые будут приезжать сюда бесчисленное количество раз, будучи уверенным, что они здесь хорошо проведут время, это даст новые рабочие места, это даст какую-то новую совершенно экономику вот этому конкретному региону. Вот. Оно, в общем-то, позволило выйти на какой-то диалог. То есть, и, в принципе, я считаю, что диалог с администрацией и региона, и администрации городского округа, это важно, потому что совсем в противодействии все-таки добиться невозможно, да, какого-то такого большого положительного результата. Все-таки нужно выходить на какой-то диалог. И я считаю, что ОСИ, ну, в общем-то, вот эта вот идея поучаствовать в конкурсе ОСИ, она родилась именно на совместном, ну, каком-то таком осмыслении этой ситуации с администрацией, и с главным архитектором. Поэтому, в общем-то, когда нужно было подписывать документы на заявку, все подписали. И подписал и министр экологии на тот момент, который был, и министр туризма, и глава городского округа. В общем, все, кто должны были подписать, подписали эту заявку. Вот. Но теперь вот что важно, да, что всего бы этого не случилось, если бы не было до этого такой вот многолетней действительно исследовательской и научной работы, которая проводилась на всех этих территориях. И природоохранной дружины МГУ, и ВАПИКом, который много лет занимался охранными зонами, и всех объектов культурного наследия Звенигорода, и всех усадеб, расположенных в верховье Москвы-реки, и усадебных парков, как там Степановского, да, там, и Архангельского, которые это расположено вокруг, и активной такой вот позиции жителей, да, которые из года в год, ну, как, не опускали руки и продолжали бороться за сохранение этих территорий. И сохраняли всю историю, и рубеж обороны вот 41 года, который тоже там, и объекты поставлены на охрану. То есть вот это вот по крупицам собранная вся вот эта вот история, и такая многолетняя научно-исследовательская работа, это даже она сделана не только нами, она сделана до нас, там задолго, я не знаю, какими поколениями людей. Вот эта научная основа, она дала нам возможность ну, уверенного ну, как бы диалога, да, с администрацией, что это действительно ценно, что есть что сохранять, помимо, конечно, чисто видовых там характеристик, параметров и такого это общечеловеческого понимания. Вот мне хотелось бы, чтобы Максим тогда рассказал вот немножко, ну, да, это больше о вот этой вот научной работе, которая легла, ну, фактически в основу, потому что если мы возьмем все, что мы делали, весь анализ территории, все развитие, вот эту базовую концепцию, все-таки она основывается на большой научной работе. И Сергея Заремовича Чернова, это Российская академия наук, Институт археологии, и вот и природоохранной дружины МГУ, Максима, и как бы многих-многих еще именно специалистов, историков, экологов, орнитологов, которые профессионально занимались вот этой вот работой. Да, спасибо большое. Максим, расскажите, пожалуйста, про роль знаний и науки в этом процессе. Ну, я думаю, что знание – это то, что позволяет нам общаться на одном языке, научные знания, поскольку ну, все мы имеем разные мнения по разному поводу, и чтобы как-то их привести к общему знаменателю, нам нужен какой-то общий метод, общий способ, и этим способом является наука. Научные исследования на этой территории ведутся достаточно давно, и с 30-х годов где-то проектировалась зона санитарной охраны питьевых источников водоснабжения города Москвы, благодаря чему была на долгое время защищена долина Москвы-реки в принципе от какой-либо застройки, хотя она и, несмотря на это, все-таки в какой-то степени продолжалась не так интенсивно, как это происходит в последние 20-30 лет. В 60-е, ну, еще до этого, еще в 30-х годах была создана лесопарковая защита
лесопарковый защитный пояс Москвы. Москва была окружена кольцом лесов, которые должны были быть сохранены, но политика партии все время менялась, и иногда все-таки отдавалось предпочтение развитию промышленности, городов, и лесопарковый защитный пояс постепенно уменьшался, но опять-таки не так быстро, как сейчас. В 60-х годах была предпринята еще одна попытка создать здесь уже не просто какую-то охранную территорию, а полноценную уже нечто вроде национального парка. Здесь Институтом генплана Москвы была разработана концепция, которая в дальнейшем использовалась уже нами. До конца она так никогда не была реализована. Было в 1999 году совместное решение правительства Москвы и Московской области о создании здесь нескольких крупных заказников, но это решение не было даже доведено до конца. Поэтому до сих пор приходится уже местным жителям, общественникам и ученым совместно пытаться как-то реализовать вот эти защитные меры. Здесь, я эколог, да, меня назвали координатором дружины. Я не совсем координатор дружины охраны природы, я так уже скорее рядовой член дружины охраны природы. Здесь огромное природоохранное значение, как сказала Вера, здесь в первую очередь источник питьевого водоснабжения для миллионов жителей Москвы, это источник воздуха, воздух очищается лесами, здесь довольно много болот, пойм, где происходит очищение воздуха, захоранивается, консервируется углерод из атмосферы. Таким образом, эта территория вносит свой вклад в поддержание климата. Ну и в целом не только глобального климата, но и местного климата, потому что эти территории, они охлаждают поступающий воздух в Москву, смягчая колебания резкой температуры. Если бы не такие территории вокруг Москвы, то вот аномальная жара 2060 года, она была бы намного жестче, и намного больше людей бы пострадало. Здесь вот силами просто общественных, просто людей, которые здесь живут, местных жителей, москвичей, выявлено несколько тысяч видов животных, растений, грибов. И многие из них очень редкие. Здесь поблизости от Москвы сохранилось большое биоразнообразие, сохранилось много редких видов для Московской области. Вот в 2020 или 2021 году было подтверждено наличие здесь, например, саркосома шаровидна, это гриб, внесенный в Красную книгу Российской Федерации, который очень большой популярностью пользуется у грибников, хотя это чистейший воды миф. То есть его популярность вызвана мифом о якобы его каких-то особо целительных и молодильных свойствах. Ничего подобного в реальности, конечно, нет. Сколько внимаешься, никто 100 лет не проживет. Поэтому этот гриб может... Но попробуют. Да, но многие пробуют, конечно, из-за этого гриб этот очень страдает. К счастью, он появляется раз в несколько лет, и найти его достаточно трудно. Вот. И вот я начинал, вообще я с этой территорией познакомился еще, когда был студентом в 2011 году. Я приходил сюда на практику. Особо интересно выявили, конечно, здесь верховые болота Масловского леса. И впоследствии именно знакомство с этой территорией на студенческой практике меня привело сюда как в будущем, с точки зрения охраны природы я заинтересовался, потому что я узнал, что здесь какие здесь планы по вырубке этих лесов вокруг тех же самых болот, где мы проходили практику. Вот. Здесь есть целых две биостанции. Это биостанция Московского педагогического государственного университета и биостанция МГУ. И эти биостанции, они имеют очень длительную историю, больше полувека, ведутся научные исследования биологические.
собрано достаточно много данных, особенно вот МГУ. Но это ближе, там, чуть дальше за Звенигородом. И в Масловском лесе это Московский педагогический государственный университет, там ведет достаточно продолжительные исследования. Вот. В 2016 году, когда я узнал о том, что здесь планируется застройка, я пришел туда со своими коллегами из дружины охраны природы, и мы обнаружили, что здесь действительно обитают редкие виды. Мы обнаружили кедровку, про которую до этого никто не знал, что она здесь обитает. И это стало таким поворотным пунктом, одним из поворотных пунктов, возможно, который подтолкнул к сохранению одной из угрожаемых территорий Масловской лесная дача. Это одна из ОПТ, которые незаконно были реорганизованы, границы которых были сокращены, и Министерство экологии, получив информацию, что здесь продолжают выявляться новые редкие виды, они от местной администрации потребовали, чтобы границы вернули к исходному виду, в общем. Вернули те территории, которые они незаконно Да, чтобы исключили. статус именно охраняемый вернулся к территории опять. Да, чтобы все территории, которые Ну, имели... да, они просто сокращали его, ну, Да, как бы сокращали границы. Да. Да, и сейчас, благодаря вот этим исследованиям, которые мы тогда начали, Министерство экологии, наконец, подводит эту территорию к тому, чтобы придать уже статус не местного значения, а областного заказника, что намного более будет лучше ее защищать. Помимо этой ОПТ, этой особо охраняемой природной территории, здесь есть еще больше 20 особо охраняемых природных территорий, площадь которых свыше 12 тысяч гектар. Это только существующие, и здесь еще в 2007 году правительство Московской области планировало создать еще целую сеть, единую сеть ОУПТ, особо охраняемых природных территорий, сейчас повторю, вдоль рек, вдоль долины рек должны туда войти, и крупные лесные массивы и коридоры, экологические коридоры должны быть все это соединены. Пока эти планы только вот мы обсуждаем с Министерством экологии, как их реализовывать, какие-то шаги в этом направлении делаются постепенно. Но помимо природоохранной, экологической ценности, эта территория имеет очень серьезное культурное значение, историческое значение. Здесь вот один из древнейших городов – это Звенигород, где сохранилась самый древний белокаменный собор Московской области, Звенигородский Успенский собор. Один из древнейших монастырей Московской области, Савинско-Сторожевский. Огромное количество археологических объектов. Вот есть такая книга, посвященная именно археологии долины Москвы-реки. И здесь, вот под Звенигородом, в районе Звенигородской биостанции МГУ, расположен один из древнейших археологических памятников. Около 5-7 тысяч лет тому назад, то есть начиная с каменного века, здесь известны стоянки человека, они хорошо сохранились, потому что здесь не велась так интенсивно строительная деятельность. И непрерывная вот эта цепочка археологических каких-то объектов, которые выявлены, она тянется вот с каменного века, там, железный век, потом первые поселения славянские, потом первые века становления Руси, Московская Русь, Звенигород, потом эпоха русского просвещения, это усадьба Степановская, усадьба Морозова, Поречья, Медведниковых, Поповых и так далее. Царская усадьба в Ильинском частично, какие-то некоторые объекты сохранились, хотя в последние годы именно они были утрачены. Но некоторые удалось сохранить, и некоторые приют, например, построенный Елизавета Федоровна.
Да, Елизаветы Федоровны. Сейчас он реконструирован, и там открыт музей. В общем, ведется такая активная деятельность. И культурное значение, опять-таки, это тут и Чехов, и Левитан, и огромное То есть все количество. художники, писатели, которые приезжали, собственно, видимо, привлеченные всей этой предыдущей культурной ценностью и живописностью территории. Да, и Да, и весь Маркарика, советский период, конечно. Гришин. И кинематограф весь снимался здесь, советский, российский, Николина гора. То есть здесь настолько многослойная Соляев. история. И рубеж обороны 41 года. То есть это вот эта точка невозврата, это тоже было вот здесь, как под Звенигородом, на вот этих полях. И все окопы тоже найдены и поставлены на охрану тоже с помощью вот активистов. То есть это и ведутся экскурсии постоянные, и Максим, и другие вот биологи тоже, и орнитологи водят экскурсии по природным территориям, водятся экскурсии детские там с всякими зарисовками. То есть огромное количество. То есть идея была именно это все-таки открыть глаза тем, кому казалось, знаете, основная идея, это Максим не договорил, если я просто хотела сказать, что да, договорите, Максим, я потом скажу, что, в Да, общем-то, в принципе, все. Тут можно, конечно, очень много было У бы нас сказать. большая очень преамбула. На самом деле сейчас хочется перейти уже к тому, как все это удавалось защищать и какую вот этот вот огромный культурный пласт сыграл роль именно в формировании туристического объекта вместо объекта застройки и других опасных таких для всей этой ценности видов использования. Ну, идея была вот такая вот, открыть глаза, да, просто всем, кто плохо видит, уши тем, кто плохо слышит, начать об этом рассказывать, потому что мы сталкиваемся вот с этим ежедневно, что люди настолько привыкли к какому-то такому сиюминутному комфорту, да, что приоритет удобной лавочки, хорошей дороги, он просто перекрывает абсолютно для человека как бы всю значимость, ну, вот этой территории, что, то есть у нас уже мы настолько испорчены потребительством, как бы легкодоступностью и каким-то таким достаточно примитивным приспособлением под себя, что у людей вот пропала глубина вот этого понимания. Но когда начинаешь им об этом рассказывать, то есть люди могут жить в этих местах всю свою жизнь поколениями и не знать и десятой доли того, чего вот сейчас вам рассказал Максим. Вот. А если это еще рассказывать в подробностях, я сама, если меня ну то есть если бы мы не ходили с археологами по этим курганам, если бы вот я раньше думала, что это лужа, оказывается, что это полуденники, около которых, ну, то есть там 4 века назад водили там скотину от одного селища к другому селищу, тут останавливались. И это видно, что это рукотворные, ну, вот эти водоемы, что ведут особые тропы. Видно, что незаросшая поляна, в ней шурфят, и там керамика 16 века, она и не заросла за 4 века именно потому, что в ней, ну, как богатый культурный слой. Когда вот это все начинает раскрываться, да, и человеку об этом рассказываешь, он совершенно по-другому начинает относиться к этой территории. И это, в общем-то, то есть мы вот для себя, вот я говорю, что помимо просто публичных слушаний, такого как бы оппозиционного поведения, да, которое, в общем-то, достаточно традиционно ну, для жителей местных, да, которые пытаются отстоять свои территории, да, наша вот идея вот именно Звенигородского вектора, она была в том, что все-таки вот перевести это все в такую просветительскую ну, плоскость, да, основываясь на вот этих научных знаниях, которые были и до нас давно получены, но мы делали новые, мы выпускали книги на какие-то, то есть мы это берем гранты, выпускаем книги, ставим какие-то щиты, плакаты, создаем сайты, записываем аудиогиды, вводим экскурсии по различным направлениям, да. У нас очень действительно активные жители, у нас очень сильные церковные, ну, как бы очень сильна помощь РПЦ на каждой территории, да, то есть вокруг как бы храма всегда появляются какие-то люди, которые готовы. Вот если вы приедете в Дунино, вот, Анна была, это в Дунино,
невозможно ответить на вопрос, а кто все это сделал и на какие деньги. Но там сделано все. Вы увидите восстановленные землянки, археологический комплекс, вы увидите дорожки, все проложено, везде стоят указатели, какие-то щиты. Как это было сделано, на чьи деньги, это неизвестно. Да, вот мне как раз хочется перейти понемножечку к проектной части этого всей этой территории. То есть как, собственно, понятно, что есть невероятный вот этот вот пласт истории, культуры, который хочется передать и поделиться с людьми. Человек как посетитель, у него есть ограниченная способность воспринять информацию, нужно показать информацию так, чтобы он ее увидел, понял. Можно ли мы сейчас перейдем тогда просто к Ане, как человеку, который именно занимался Да. проектом, для того, чтобы мы поняли, как именно, ну вот условно, у нас есть формула успеха, у нас есть территория и ее ценности, и теперь что мы делаем дальше, как нам, собственно, собрать эту команду, вот мы понимаем, что есть жители и другие разные участники, активисты и эксперты, и вот, собственно, роль градостроителя и человека, который ведет этот проект, в чем она состоит, как, Аня, вот как соединить эти территории между собой, и как показать людям, что они важны, важнее, чем скамейка, как вот говорит Вера. Ну, моя роль, она действительно была такая соединительная, потому что вот этот огромный пласт информации, который был собран из разных источников, надо было как-то в итоге соединить действительно в проекты и в те документы, которые были бы понятны всем, чтобы люди, которые не погружены в исторический контекст, они, ну, действительно, посмотрев на проект, они понимали, что действительно, ну, в этом есть ценность. И эту ценность, ее надо там, не просто сохранять, ее надо доносить до людей. Вот. И мы, а, собрав вот эти все пласты информации, смотрели, где там что пересекается, в итоге сформировали так называемых 4 кластера. Вот, то есть у нас основная территория, которую мы рассматривали в виде туристического кластера, это порядка 20 гектар. Вот, и внутри вот этих 20 гектар ой, 20 тысяч, простите, 20 тысяч гектар мы выделили 4 вот кластера, которые сформировались вот на базе существующих ОУПТ, и вот основной кластер — это непосредственно долина Москвы-реки. Это территория вокруг Москвы-реки, где могла бы появиться рекреационная инфраструктура. Вот. Потом у нас был кластер под таким названием, как митрополичья вотчина. Вот. Был кластер выделен парк усадьба Степановская и долина реки Сторожки. Вот. И первые так называемые победы это вот маршрут по митрополичьей дороге через Масловский лес. То есть маршрут, который охватывал объекты, в том числе археология, видовые раскрытия. То есть это дорога, которая бы позволяла, идя от Москвы в сторону Звенигорода, вот по такому туристическому маршруту, охватить разные там эпохи, века этих территорий. И мы разрабатывали подходы, в том числе и к навигации, и определяли, каким образом этот маршрут должен быть обустроен максимально там, экологичным способом, с использованием натуральных материалов, чтобы была возможность погрузиться, ну, на уровне всех чувств в те эпохи, которые этот маршрут охватывает. Ну, в первую очередь это еще и было сделано для того, чтобы регулировать антропогенную нагрузку, потому что туризм это очень активно развивающаяся у нас отрасль, особенно все такие известные и
известные объекты вокруг Москвы, да, они активно посещаются большим количеством а, там не только туристов, но и местных жителей. И, конечно же, люди едут отдыхать в первую очередь на природу. И как только про проект бы заговорили, здесь, ну, очевидно, что большое количество людей, они бы поехали. И вот нужно было бы эти туристические потоки как-то зарегулировать, чтобы, ну, в итоге не было возможности там у людей а, втаптывать действительно ценные, в том числе и археологические объекты. Вот, то есть роль градостроителя в этом проекте в первую очередь учесть и использовать все знания, объединить их, вот эти вот все слои сложить и там, просто мы очень много времени действительно проводили вот за тем, чтобы картографировать вот вместе со всеми вот каждую точку, чтобы она обязательно была расположена в нужном месте, выявляли вот эту трассировку этого маршрута, там он периодически менялся, вот, но в итоге этот маршрут, это вот стал таким запускающим, можно сказать, проектом, потому что нужно было вдоль него и навигационные знаки поставить, и, ну и показать, собственно, в том числе и региональным властям, с чего этот проект должен развиваться, и там, с точки зрения обустройства, как это должно быть выглядеть, сколько на это нужно будет средств потратить. То есть мы рассчитали и финансовую модель, и показали этапы развития этого проекта, и даже собрали информацию о местном бизнесе, которые могли бы вести ту или иную предпринимательскую деятельность. То есть у нас даже была такая подготовленная схема с потенциальными инвестиционными проектами, вот, где можно было бы бизнесу предлагать построить там где-то киоск, где-то там какой-то туристический комплекс, вот, для того, чтобы это все было организовано и а, друг друга дополняло, чтобы действительно вокруг популярных мест ни в коем случае не появилось какой-нибудь Шанхай. Ну, то есть, по сути, это такие схемы и работа, вокруг которой все договорились, вот, как вести свою деятельность на этой территории. То есть получается, что это такая интегральная модель, грубо говоря, в которой включены и вот эти вот природные памятники, можно так сказать, и ценности, и культурные охраняемые территории, и плюс ко всему экономическое развитие, что и есть у нас 3 столпа устойчивого развития. Вот. А что именно, как документ или какие регламенты помогали как бы, ну, сохранить, грубо говоря, и зарегулировать этот статус для того, чтобы все-таки стихийный девелопмент туда не просачивался, где не нужно? Ну, у нас было несколько там этапов, да. Во-первых, были определены границы самого ТРК, и они были внесены в АВКИС. То есть это в систему, да, это градостроительно, это было сделано как бы для того, чтобы все-таки определить территории и понимать, на каких территориях ну, то есть работа с какими территориями, она как бы подлежит особому какому-то дополнительному, по крайней мере, там, ну, не то чтобы влиянию, но хотя бы согласованию, да, там, осмыслению. Вот. Было выпущено распоряжение вице-губернатора о создании рабочей группы по Звенигородскому вектору, в которой вошли все министерства, ну, то есть вошли представители основных министерств, которые так или иначе относятся к этой теме, то есть там Министерство благоустройства, Министерство экологии, это главархитектура, администрации всех 3 городских округов, которые на чьей территории попадает Звенигородский вектор, и координаторы Звенигородского вектора. И многие проблемы, да, то есть какие-то мы решаем, либо вот у нас там есть возможность такого общего обсуждения, либо у нас есть совещания выездные, на которых, ну,
рассматриваются какие-то проблемы и выпускаются протоколы, и мы двигаемся в каком-то дальше дорожной карте по решению тех или иных там каких-то спорных, допустим, ситуаций с теми же девелоперами. Вот. Параллельно с этим, поскольку на территории все время происходит ну вот либо какие-то закупки, да, идут по объектам культурного наследия, по охранным зонам, либо там еще там какие-то действия властей, то, как правило, когда это касается вот таких вот важных там ключевых объектов Звенигородского вектора, да, то есть все-таки мы вот этими нашей вот этой концепцией, которая была разработана, идея донести до администрации, да, руководителей региона ценность вот этой вот территории, она была осуществлена, да, то есть люди поняли и в общем-то, согласились с иным развитием этой территории, и выделяются деньги и на благоустройство Звенигорода, и открылся сейчас там новый музей, и там действительно делаются, то есть появилась идея от точечных вот таких каких-то объектов показа, да, сделать все-таки непрерывную туристическую и велосипедную, и водную, кстати, тоже такую вот как бы сеть маршрутов, по которым, в общем-то, можно было бы действительно очень многоплановый, многодневный, ну, вот такие вот постоянный отдых москвичей, по крайней мере, да, мегаполиса и местных жителей сюда привлекать, чтобы все-таки люди это делали. Под это, конечно, тоже реализуются разные программы, там, аренда за рубль каких-то муниципальных исторических зданий, в которых можно было бы там делать рестораны, там, гостевые дома, там, то есть под это уже, конечно, бизнес подтягивается, и как бы бизнес очень быстро реагирует на поток и всегда сразу включается, потому что это такой стихийный, да, вот история. Вот. Но главное, я говорю, что вот этот какой-то импульс, он был задан. И дальше уже с ним мы выступаем с какими-то инициативами и Министерства туризма, и то есть все вот эти профильные министерства, да, они стараются как бы в свои на какой-то деятельности учесть вот существование этого Звенигородского вектора. Вот, допустим, маршрут первых побед, да, вот о котором говорила Анна, то есть там дорожники поставили знаки вот такие же, как они обычно ставят по всем остальным объектам культурного наследия, они поставили указатели, например, на Петропавловичу дорогу, там, где она выходит как к автобусным остановкам, да, то есть они сделали какую-то свою работу. Лесники, поскольку это их территория, прочистили те территории, которые были нужны. То есть Министерство благоустройства там, они разработали от проекта велодорожки, которые приводят туда. Ну, то есть каждое министерство или администрация, они в своих каких-то бюджетах и полномочиях делают какую-то работу, которая собирается в общий такой вот этот пазл. Вот. И это в целом ну, работает и на сохранение территории, и на осмысление, что очень важно, ценности этой территории, и на популяризацию для туристов и для это местных жителей, да, этих ценностей. В общем, это как-то вот все вместе работает. Ну, то есть это все происходит именно при, грубо говоря, при координации вот этой вот рабочей группы, да, которая объединяет вокруг себя все и министерства. А также ли ведется, мне еще интересует, как вот работает эта вот обратная связь с жителями, потому что очень часто, когда привлекается, ну, так как генерируется туризм на территории, то получается такой серьезный как бы конфликт с местными жителями, которые, например, хотели бы, чтобы у них было, наоборот, не знаю, более приватное пространство, и вот им некомфортно, когда много туризма. Как вот это вот ведется работа для того, чтобы было меньше как бы конфликтных зон? Это тоже рабочая группа или это какие-то отдельные специальные структуры работают таким образом? У нас изначально, поскольку здесь очень активные жители, да, то есть за годы вот этой вот борьбы за сохранение вот этого культурного наследия у нас настолько отработаны в каждом деревне, в каждом каком-то там, в этом поселке, то есть везде есть какие-то активистские сообщества, либо это местные РГО, либо это местный ВАПИК, либо это просто жители, которых, то есть у нас же очень просто там, ну, как бы рассылка по соседям это происходит, то есть это просто чаты каждого поселка, да, это очень рабочая история. И в любой ситуации, да, мы настолько все тут как-то привыкли с этим работать, то
как правило, есть люди, которым доверяют, да, которые вели особую какую-то, ну, всегда есть в каждом таком населенном пункте есть какой-то активист, которому доверяют, да, и этот человек, как правило, объясняет уже вот этому узкому кругу людей, там, Ага. да, которые доверяют ему. А они все, в общем-то, так или иначе входят вот в этот наш, ну, то есть есть, ну, постоянный костяк, он достаточно небольшой, но он тоже, то есть есть люди из Звенигорода, работающие в музее, живущие на Никольной горе, живущие в Убор. Ну, то есть ну, в разных населенных пунктах, да, есть люди, которые участвуют, ну, в этой работе. И они на Понятно. своих территориях, каждый уже дальше со своей, так сказать, аудиторией работает. Вот так сказать. Здорово. Мне еще хотелось бы очень узнать, наверное, Аня, твой комментарий по поводу того, как, в принципе, работает вот этот вот туристско-рекреационный кластер, как некоторая форма охраны и развития территории. Вот. И после этого еще спросить отдельный вопрос по этому поводу у Максима, чтобы понять, как экологические ценности как бы входят в как бы в этот режим охраны таким образом, чтобы они не сильно страдали от туристов. А, Пока мы разрабатывали, да, проект туристического кластера, действительно, мы предлагали определенную форму реализации этого проекта, вот, но сейчас проект, он трансформировался уже немного в другую форму, вот, Вера про это расскажет, вот, но обычно такие территории, они, ну, естественно, должны управляться. Часто создаются автономные некоммерческие организации, которые могут носить роль, ну, или то есть они могут быть созданы при региональном правительстве или при муниципалитете, вот, либо относиться к там, памятнику там, истории, и вот эти автономные некоммерческие организации, которые дальше бы управлялись и вели хозяйственную деятельность этой территории, ну и плюс там, вели в том числе и коммерческую деятельность для того, чтобы была возможность эту территорию содержать. Вот, то есть как один из вариантов формы реализации, он был предложен по опыту как раз геопарка Таратау, Мгм. когда для него вот как раз вот была создана региональная ОНОшка с наблюдательным советом непосредственно там, разных профильных министерств. Вот. Ну, так как мы в проекте там, принимали участие определенное количество времени, да, вот, дальше уже по там, результату создания рабочей группы вот как раз вот должна была вот определиться вот эта вот форма, вот, но вот, насколько мне известно, сейчас создан вот, Вер, давайте вы здесь поподробнее вот расскажете вот про вот тот новый статус, вот, который эта территория получила или в процессе получения. Ага. Ну, вот такой вот, вот этот вот, я, в принципе, тоже, конечно, за то, чтобы она управлялась какой-то, ну, дирекцией, условно говоря, да, но у нас очень большая территория, объединяющая несколько округов, и физически вообще никакое такое вот отдельная администрация, конечно, вот, ну, пока у нас не получилось, мы тоже думали, что будет какой-то некий проектный офис, да, который будет, ну, как бы дальше возьмет проект вот простора, да, там оси, ну, вот этот, и будет дальше детально разрабатывать уже конкретные территории. Вот. Пока у нас этого нет, пока мы вот все-таки работаем по такому принципу. В Московской области вообще есть такие несколько еще других структур, то есть они работают, то есть все сотрудники министерств, когда это нужно, они собираются, да, обсуждают, потом дальше это расходится, и на уровне своих министерств каждый выполняет ту задачу, которая, так сказать, Мгм. входит как бы в рамки его полномочий. Вот. Понятно. Ну, пока какой-то вот... И есть вот мы координаторы, которые занимаемся непосредственно разными территориями, и, ну, вот по всем, да, вот вопросам. То есть мы как... Фактически получается, что мы озвучиваем проблему, дальше все собираются и как бы ну, принимают некое решение, и решением проблемы занимается то министерство или Мгм. администрация того округа, к кому относится, ну, как бы, кто может ее решить. Вот так сейчас это происходит.
Мгм. Ну, не знаю, насколько это там как бы правильно. Все-таки, конечно, для более такого тщательного проектирования хотелось бы, чтобы были люди, ну, хотя бы административный аппарат, который бы сидел, готовил документы, протоколы, то есть как-то хотя бы работал, да, ну, то есть была бы работа, она была бы, наверное, более системной. Но мы сейчас пока мы так настолько привыкли уже к такому графику, да, что это очень такое быстрое реагирование, в принципе, потому что мы все время все друг с другом на связи. Вот. Ну, пока вот мы живем в таком. Ну, звучит как живая работающая схема. Ну, по Это сути, прекрасно. это все вопросы решаются в рабочей группе, Мгм. и таким образом идет управление развитием этого проекта. Вера, а расскажите про музей-заповедник, который хотели создать на территории ТРК Да, «Звенигородский вектор». идея была какая, что ТРК — это очень большая территория, в нее входят и сами объекты показа, и ну, как бы бизнес вокруг, да, там все маршруты, то есть какие-то парки, там целые все там гостиницы и так далее. И поскольку объекты показа очень ценные, и за ими тоже нужно заниматься отдельно, и реставрацией, и развитием, и музеификацией всего, то была идея все наиболее ценные объекты показа объединить под Звенигородским музеем, он раньше был музеем, произошла сейчас реорганизация Звенигородского музея в музей-заповедник, к нему уже присоединена первая территория, это Манеж, и там сделана очень хорошая экспозиция. Как раз вот эта первая экспозиция, которая была сделана это при открытии музея, она мультимедийная, и она вся направлена на то, чтобы соединить историю, исторические артефакты, которые представлены в музейной экспозиции, с историческими ландшафтами, которые можно увидеть, выйдя за стены музея. То есть фактически она отражает вот эту вот идею тоже, основную вот идею Звенигородского вектора и сохранение Мгм. всех его исторических и природных территорий вокруг. Она там охватывает эту всю историю, про которую Максим рассказал, да, Звенигородского уезда, вот там какого-то века, там каменно-железно, до наших дней, со всеми такими вот основными вот отвехами. Сейчас еще будет присоединена территория как раз вот музеев в Ильинском, это вот императорская усадьба, это лазарет, в котором сама Елизавета Федоровна ухаживала за ранеными, он прошел прекрасную реставрацию Елизаветинского общества и стал прекрасным музеем, он будет тоже присоединен. Там же находится вот этот родильный приют с музеем теперь материнства и детства, который тоже войдет в музей-заповедник. И в Усово там тоже школа бывшая, тоже сделана сейчас уже стала музеем, тоже будет передана музею-заповеднику. И дальше мы надеемся, что, ну, то есть это получается как бы две такие крайние точки, да, со стороны вот Илинского, это как бы входная точка будет в этот музей-заповедник, и Звенигород — это как бы конечная точка, как вот куда ехали на Богомолье все наши цари, и вообще вся вот эта идея русской государственности, так же, как через Масловский лес все современники Андрея Рублева тоже по вот этой Митрополичьей дороге шли в сторону Звенигорода. То есть это будет, ну, вот как бы две конечные точки. И мы надеемся на присоединение еще тех территорий, тоже как бы ценных, да, допустим, Чеховской больницы в Звенигороде, Танейской сейчас там, Танейского музея в Дютьково и других как бы ценных территорий. Вот между этими двумя точками мы надеемся на присоединение тоже к музею-заповеднику поэтапному Мгм. на разных условиях, потому что есть ну, государственные какие-то усадебные комплексы, либо вот здания, да, есть уже перешедшие в частные руки, и мы, в общем-то, тоже со всеми стараемся вести разговор о том, чтобы на каком-то государственно-частном партнерстве все-таки войти в состав музея, чтобы, опять же, можно было делать сквозные экскурсии, да, там какие-то там Ага. общие и водить организовывать. То есть со временем вот этот музей-заповедник, он должен объединить наиболее ценные объекты показа Мгм. от сам ТРК «Звенигородский вектор», чтобы за ними все-таки была какая-то, ну, можно было ухаживать, развивать, Мгм. проводить какие-то мероприятия, делать какую-то музификацию дополнительную, там, да, ну, то есть как бы понятно, что управленческая роль должна быть все-таки вот у всего вот этого, она просто, наверное, не может
на весь вот ТРК, потому что у нас он действительно очень большого размера, и в него входит несколько муниципальных образований. Это просто, ну, сложная, Понятно. наверное, какая Ну, структура. вот мне как раз интересно еще, ну, вот как бы переходя все-таки к экологической охране, спросить у Максима, насколько, ну, вот, например, этот статус музея-заповедника, насколько он помогает в регулировании взаимодействия человека с природной средой, или же другие формы охраны, или же вообще какие-то другие формы регулирования этой территории, они нужны там для того, чтобы не происходило каких-то загрязнений или там пересечения коридоров экосистем. Ну, музей-заповедник сейчас включает в основном ну, какой-то объект исторической застройки, это сами Сторожевский у нас, насколько я понимаю, Ну, кусок. или их отделили скорее. Мгм. Вот, в Ильинском сейчас еще сам Звенигород наконец получил границы исторического поселения и предмет охраны, и разрабатывается режим охраны исторического поселения Звенигород. Ну, вообще, конечно, все формы охраны культурных объектов и особенно культурных ландшафтов, они вносят свой вклад в сохранение природной среды, потому что здесь, по сути, все ландшафты природные, они созданы в взаимодействии с человеком. То есть здесь сказать, что здесь прям нетронутая девственная природа, это не совсем правильно. По крайней мере, на последние 800 лет она существовала в развитии, развивалась во взаимодействии с человеком. То есть леса испытывали влияние какое-то, все поля, все поймы какое-то влияние испытывались. Несмотря на это, они сохранились, дошли до нас. Вот сейчас мы их видим вот в таком виде, примерно как их видели 200-300 лет назад. Там, где Масловская лесная дача, вот такие леса еловые, хвойные, они начали формироваться уже в 17-18 веках. То есть, несмотря на то, что это культурные ландшафты, они дошли до нас вот в своем историческом облике почти неизменными, несмотря на все усилия застройщиков. Но помимо культурных объектов, статуса каких-то объектов культурного наследия, очень большую роль играют различные природоохранные зоны. Это особо охраняемые природные территории, о которых я уже говорил, здесь больше 20, и они охватывают площадь около 12 тысяч гектаров. Сейчас вот Масловская лесная дача, природный резерват местного значения, расширяет свою территорию почти в 2 раза, и этим будет охвачено очень много ценных природных объектов. Но в то же время зона санитарной охраны Москвы-реки, она сокращена в несколько раз, и на месте те территории, которые сейчас потеряли такую охрану, их будем стараться включать в какие-то другие охраняемые зоны, другие создавать ОПТ с более дифференцированным режимом. Вот, например, мы активно участвовали в реорганизации Масловской лесной дачи, и параллельно с этим мы проектировали там вот этот маршрут первых побед, митрополитчью дорогу через Масловский лес. При этом мы прорабатывали режим охраны таким образом, чтобы он и не навредил природным комплексам, лесам, болотам, которые там существуют, и сохранились и археологические объекты, и одновременно была возможность там все-таки какое-то минимальное воздействие, действительно минимальное воздействие, а не так, как иногда говорят при благоустройстве, чтобы минимальное воздействие необходимо совершить, чтобы создать условия для того, чтобы там было комфортно гулять, ходить, устанавливать какую-то навигацию. До этого там, в принципе, практически делать ничего нельзя. Было нельзя. Сейчас в режим охраны включена возможность установки там объектов навигации, лекционных площадок в строго, ну, мы так прописали режим охраны, чтобы там это делалось
вблизи существующих дорожек, вблизи существующих тропинок, чтобы новые тропинки не создавались, новые дорожки не создавались. Это достаточно трудоемкая задача, которая требует понимания и экологических особенностей, и того, что будет там проектироваться. Это нужно как-то совместить, и, конечно, здесь отдается приоритет сохранению природных, экологических, культурных ценностей. Но этого недостаточно, на самом деле, для режима охраны недостаточно. Даже если он спроектирован грамотно в соответствии со всеми, с тем, чтобы действительно сохранять те ценные объекты, которые, для сохранения которых создается ОПТ, этого недостаточно. Требуется дальше работа с подрядчиками при реализации маршрута метрополитической дороги через Уманский лес. Мы заключили контракт по авторскому надзору. Авторский надзор осуществлялся Сергей Заревич Чернов, в этом участвовал археолог Института археологии РАН. И мы, наши представители, координаторы инициативной группы Звенигородского вектора, мы разработали регламент того, как должны проводиться работы по очистке метрополитической дороги. Она последние лет 10 была завалена упавшими деревьями, и мы четко прописали, что нужно деревья распиливать, не вывозить, чтобы не использовать какую-то, не заезжала техника, чтобы вручную бензопилом все это распиливалось, вручную складывалось такие, назову так, пирамидки, и чтобы это не относилось куда-то далеко, чтобы минимизировать опять возить, чтобы вдоль дороги это складывалось аккуратно. И все это делалось в итоге под присмотром одного из координаторов Звенигородского вектора. Разработка таких технологических регламентов, она очень важна, чтобы действительно заявленная цель проведения благоустройства с минимальным воздействием, она действительно достигалась. И в дальнейшем должны специалисты, люди, которые понимают, как это должно реализовываться, они должны к этому привлекаться на всех этапах реализации таких проектов. Есть похожая ситуация например, заказник радиостанции Павловская Слобода, сейчас он переименован в Павлово-Слободский. Там изменили режим, чтобы там можно было делать все, что хотелось, не глядя на ценность. И хотя заявлялось какое-то минимальное благоустройство, там выпилен подлесок, это вообще никакого смысла. Мы не представляем, какой смысл выпиливать подлесок на огромной площади вокруг каких-то дорожек, которые там сейчас делаются. И хотя, там местные жители стараются участвовать, хотя их периодически пытаются оттуда спровадить. Чем это закончится, пока непонятно, но мы будем наблюдать и стараться прикладывать какие-то усилия, чтобы там тоже это сохранить лес в каком-то более-менее природном виде, более-менее естественном виде. Но эта территория очень близко к радиостанции Павловская Слобода, где как раз я практику проходил. Что там с радиостанцией происходит, не совсем понятно, очень переживаю за эту территорию. То есть такая многоуровневая система получается, что от самых общих ограничений на уровне законов и подзаконных актов, заканчивая, что практически каждое действие нужно заранее прописать, как оно должно осуществляться. Только тогда получится сделать такой проект, который действительно экологический. Не просто назвать что-то экологической тропой, а действительно сделать экологический проект. Понятно, спасибо большое. Аня, давай тогда, может быть, просто нам на самом деле нужно уже завершать беседу, потому что мы чуть выезжаем за наши параметры часа. Хотела какой-то заключительный вопрос и, в принципе, заключительное слово от Ани как градостроителя, который собирал все в один проект. Спросить все-таки, что было самое сложное в этом
процессе, как ты считаешь, для того, чтобы просто учитывать и будущим градостроителям, и удалось ли все-таки какие-то основные идеи, ценности собрать в этом проекте, и, соответственно, какими ресурсами преодолевать эти основные преграды, которые могут возникнуть? Все ценности, идеи в этом проекте были собраны, потому что проект, он делался не градостроителями, а он делался очень большой рабочей группой. Вот. То есть это была большая совместная работа в первую очередь. Вот. От себя хочу сказать, что там, ключевой фактор успеха любого проекта – это коммуникация и, естественно, диалог. То есть, опять же, там, любой проект, он собирается совместно в процессе действительно постоянной коммуникации. Как только общение прерывается, то и проект разваливается. Вот. Поэтому я бы посоветовала, наверное, всем, кто сталкивается с похожими проектами, в первую очередь думать о том, как вы выстраиваете общение и вот эту вот самую координацию со всеми участниками. То есть здесь участников нельзя ни в коем случае никого исключать, никем пренебрегать, вот, потому что каждый является носителем очень ценного пласта информации. И, соответственно, вашими ресурсами для преодоления такого сложного барьера, как потенциальная дискоммуникация, было именно создание такой единой рабочей группы? Ну, в рамках проекта, вернее, в рамках разработки проекта, да, вот рабочая группа, она вот была создана и до нас, это вот была основа. Вот. Наша задача была дополнить своими компетенциями рабочую группу. Вот. Сейчас та рабочая группа, которая есть на уровне уже региональных властей, вот, конечно же, она была создана в том числе благодаря тому, что главные авторы, идеологи этого проекта, они смогли донести совместными усилиями ту самую ценность, да, вот, которую этот проект транслирует. Прекрасно. Но мне кажется, роль оси еще очень важна, потому что вот эта вот сама идея вот этого конкурса, да, ну, в общем-то, мы бы, может быть, не собрались бы в какой-то момент, сама идея, то, что вот этот конкурс, он был все-таки, вот участие в нем подразумевало именно взаимодействие общественников с администрацией. То есть это, в Конкурс принципе, был... создания туристско-рекреационных кластеров, правильно? Да. Да. То есть это была, вот сама заявка не могла быть отправлена на этот конкурс, если бы не было бы подписей и, ну, как бы региона, и муниципалитета, и не было бы вот таких, как мы, координаторов. То есть, в принципе, сама идея вот оси, это все-таки усадить за стол переговоров, да, вот этих вот людей, это тоже очень важно, я считаю, ну, вот, ну, такая точка, да, от которой начинает это работать. Как оно работает в каждом регионе, это, наверное, по-разному. Есть, наверное, регионы, которые максимально заинтересованы, потому что это привлекает новых туристов, новые рабочие места. У нас очень сложный регион, и с нами и было сложно очень работать, вот, это точно, вот. Но, в принципе, вот мы очень благодарны оси и вообще вот этой вот ситуации, да, которую они ну, вот, как бы создали для того, чтобы именно объединить вот, так, ну, вот эти все... Все все- стороны. Да, действительно, да, это был вот уникальный, ну, на самом деле, это первый такой конкурс был, когда территории, вернее, регионы начали думать про не только коммерческий потенциал природных территорий, но и в первую очередь сохранение их и регулирование антропогенной нагрузки. Вот, когда действительно начали создаваться вот такие кросс-дисциплинарные команды. Вот, ОСИ здесь в этом плане действительно, ну, они дали вот потенциал для появления таких проектов, как Звенигородский вектор. Вот. Но опять же, если бы там, не ваша инициатива и уже слаженная команда, вот, то даже участие в таком конкурсе они не дали бы результата.
Вот, на мой взгляд, потому что мы в очень короткие сроки все взяли, оцифровали всю информацию, которую вы до этого собирали годами. Ну что ж, спасибо. Да, Спасибо большое всем за ответы. у нас Вера, прошу всё-таки, прощения. да, я просто говорю, что у нас, ну, все-таки уже даже к тому моменту были налажены достаточно такие, по крайней мере, взаимоотношения с администрацией были на уровне диалога, то есть они не были, то есть мы как бы уже умели друг с другом разговаривать, без этого мы бы не смогли договориться на проект просто, чтобы вот, чтобы его начать просто. Это тоже вот очень важно, то, что Анна говорила про коммуникацию, это очень важный аспект. Хорошо. Мне кажется, на такой радостной ноте, как коммуникация – это ключ, нам нужно завершить нашу беседу на сегодня. Я очень благодарна всем участникам, это было очень познавательно и максимально вдохновляюще для тех, кто хочет продолжать защищать, сохранять и развивать территории у воды таким образом, чтобы это все развивалось устойчиво и самым лучшим образом для нас и для будущих поколений. Вот, спасибо вам большое, и тогда остаемся на связи. До скорых встреч. Спасибо. Спасибо большое. До свидания.